Если бы приложение действительно готовили к жизни в Испании, первым уроком был бы не «El gato bebe leche», а что-нибудь вроде «Возьмите талончик», «Без записи сегодня принять не можем», «Вам нужен сертификат de empadronamiento», потому что именно это большинство людей слышит гораздо раньше, чем про кота, который пьет молоко. И каждый раз, когда ко мне приходит новый ученик, история почти всегда повторяется. Он честно занимался, почти не пропускал уроки, уже знает довольно много слов. Но оказывается в обычной испанской аптеке и неожиданно понимает, что разговор идет совсем не так, как он себе представлял. Почему так происходит? Давайте разбираться. На самом деле большинство людей путают две совершенно разные вещи. Учить испанский и жить на испанском. Это совершенно не одно и то же. Можно знать сотни слов, понимать правила, правильно строить предложения. И при этом растеряться, когда обычный фармацевт задает вам простой вопрос. Почему? Потому что приложение учит язык, а Испания учит реагировать. И это огромная разница. В приложении вы сначала читаете, потом думаете, потом выбираете ответ, а в жизни все происходит наоборот. Сначала нужно ответить, и только потом вы понимаете, что вообще произошло. Именно поэтому многие говорят: «Я все понимаю дома», но как только выходят на улицу, ощущение, будто испанский стал другим. Хотя язык не изменился, изменилась ситуация. Есть еще одна вещь, которую редко замечают. Большинство людей оценивают свой испанский очень странным способом. Они открывают приложение, проходят урок, получают 100% и думают: ну все, сегодня я стал говорить намного лучше. Но на самом деле они стали лучше решать задания. Это не одно и то же, потому что язык проверяется совсем в другом месте. Не дома, не перед телефоном, а в момент, когда вам неожиданно задают вопрос и ждут ответа. Без паузы, без второго шанса, без кнопки «Проверить». Именно поэтому после нескольких месяцев занятий многие говорят одну и ту же фразу. «Дома я все понимаю, а на улице как будто другой испанский». Хотя испанский остался тем же самым, изменились условия. Наш мозг вообще устроен очень интересно. Он не запоминает язык отдельно по ситуации, он запоминает их вместе. Поэтому фразу, которую вы 100 раз видели на экране телефона, вы можете не узнать, если услышите ее в шумном кафе. И наоборот, есть выражения, которые люди услышали всего 2 или 3 раза, но запомнили навсегда, потому что они были связаны с настоящей жизнью, с походом к врачу, с поиском квартиры, с разговором в школе, с визитом в банк. Именно поэтому после переезда многие удивляются. Я столько учил испанский, почему же говорить так сложно? Ответ обычно очень простой. Они учили язык, но почти не тренировались жить на этом языке. Знаете, что делают почти все? Когда что-то не поняли, они делают вывод: нужно выучить еще больше слов. И снова открывают приложение, учат еще 20, потом еще 30, потом еще 50 испанских слов. Но проблема почему-то никуда не исчезает. Почему? Потому что человеку не хватает слов. Ему не хватает повторяющихся жизненных ситуаций. Именно они создают автоматизм. Например, первый раз вы заходите в аптеку. Понимаете процентов 30. Второй раз уже половину. Третий раз вдруг ловите себя на мысли: подождите, я даже не переводил в голове. Вот это и есть момент, когда язык начинает становиться частью жизни. Не потому, что вы выучили еще 100 слов, а потому что мозг, наконец, понял, где и зачем они используются. Поэтому, если вы действительно хотите начать говорить по-испански, не спрашивайте себя: сколько новых слов я сегодня выучил? Попробуйте задать себе другой вопрос: в какой новой ситуации я сегодня оказался? Потому что язык растет именно там, не в телефоне, не в тетради, а между
людьми, в очереди, в магазине, на почте, в школе, в разговоре с соседом. Именно там испанский становится живым. Если вы только переехали в Испанию или только собираетесь, запомните одну мысль. Не учите испанский только для того, чтобы знать язык. Учите его так, чтобы однажды перестать замечать, что разговариваете именно на испанском. Это совсем другое ощущение. И именно ради него стоит учить язык. Если вам близок такой подход, подписывайтесь. На этом канале мы разбираем не учебный испанский, а тот, который действительно помогает жить в Испании. На моем канале вы найдете много полезных видео. От подборок слов по темам до практических занятий, где мы разбираем каждое слово и фразу. А также в рубрике сообщества канала вы найдете много полезных слов и фраз на каждый день. Также подписывайтесь и на другие мои соцсети. В каждой из них я делюсь разными моментами касательно Испании и испанского языка. А те, кто мечтает усовершенствовать свой испанский язык, для вас обещанный сюрприз. Я открываю набор на сентябрь в группу по испанскому языку для жизни. Эта группа идеально подойдет тем, у кого нулевой или базовый уровень испанского языка. Запись уже открыта, а места ограничены, поэтому кто еще сомневался, поспешите. Записаться вы можете, написав мне в Telegram или Instagram. Все ссылки вы видите на экране. А на сегодня это все. До встречи в следующем видео. Hasta pronto!